В общем, сейчас хочу записать свои мысли после дистанционной покупки Harley Davidson Road King. Было 1,5 месяца, я пытался купить мотоцикл на американских аукционах. И, в общем, потом в интернете увидел этот мотоцикл, который перед вами, и купил его дистанционно, не глядя. Как это было, у меня есть видео на канале. С учетом того, что я всегда ездил на Yamaha, я владел 400-кой, 650-кой, 1300 XVZ. Также у меня были Suzuki, Gixxer, Honda CB1000. В общем, 5 мотоциклов было до этого. Однако в последнее время я ездил на Yamaha Royal Star XZ 1300 2000 года выпуска, который я нашел с пробегом 300 километров. В общем, новый, без обкатки. Какая разница Harley Davidson Road King? Самая главная разница заключается в том, что есть несколько неудобств. Первое — это выворот руля неудобный на стандартном варианте, слишком внутрь. Второе — неудобное сцепление. На Yamaha сцепление было гидравлическое, а здесь тросовое, с большим усилием. В общем, видимо, придется покупать экспандер и качать левую руку. Я проехал менее 100 километров сейчас и чувствую, что рука устала. Понимаю теперь людей, которые говорят, что на Харлее нужно ставить мягкое сцепление. Не знаю, буду ставить или нет. Или руку надо начать качать. Вот, что еще? Удачно заказал резину, поставил 7 Зеллер, оба баллона. Также поставил себе новые грипсы и специально их взял полиуретановыми, то есть такие прорезиненные, а не металлические, потому что у меня от металлических мерзнут руки. А если купить металлические с подогревом, с родные Harley Davidson оригинальные, они стоят что-то около 60 000 рублей, и это кажется слишком дорого. Что еще? Ну, довольно послушный мотор в управлении. Мотор более тяговитый и больше тяги на низах по сравнению с Royal Star. Это чувствуется. Это прям снизу берет и тащит. Мне кажется, по ощущениям, что он более железный, чем Royal Star, хотя по весу они вроде одинаковые. Мне понравилось, что на Harley очень много разных запчастей. Без проблем можно что-то подобрать, и новое, и БУ. Гораздо больше произведено мотоциклов и очень много аксессуаров к ним от оригинального производителя либо автомаркета. Гораздо больше, чем на Yamaha Royal Star точно. Погода в Сочи хорошая, несмотря на то, что термометр показывает +8, по ощущениям это +12, +15. У нас так бывает только в октябре, весной так не бывает. Послезавтра поеду из Сочи в Краснодар, как раз протестирую мотоцикл по серпантину. По этой дороге с таким количеством поворотов и серпантинов я на мотоцикле еще никогда не ездил. Когда я жил в Чехии, у меня был опыт езды по серпантинам на мотоцикле, но это несравнимо с тем, что меня ждет по трассе Сочи-Краснодар. Ну, что еще рассказать про свои ощущения? Ощущение, конечно, кайф. Я не хочу быстро ехать. Royal Star меня всегда подрывал газовать, стартовать с светофоров. А вот на Road King хочется ехать спокойно. Все об этом говорят. Может быть, пока я не привык к мотоциклу. Я его не чувствую. Вот. Во многих обзорах об этом говорят, что на нем хочется ездить спокойно. И они, конечно, правы, я согласен с ними. Вот. Что еще? Да, форт не закрывается. Вот эти все вещи придется... То есть, ну, нет вариантов. За такой ценник
можно купить либо полностью ушатанный, разбитый, его восстанавливать, либо ржавый. Вот я выбрал ржавый, чем разбитый. В принципе, пока мне нравится. Я покрашиваю просто все вот эти вот проржавевшие вещи и сделаю его черным. Вот этот кофр плоховато закрывается. Меня слабо держит. Думаю, надо выгнуть, что ли, вот эти вот пластины. Загнуть. Потому что в замке держится, а так нет. Вот. Ну, немножко раздражает выхлоп. Все-таки этот Райнхард громковатый. Ну, не то, что раздражает. Ну, как бы вот я люблю потише. Не знаю, может, оставлю. Может, свистки поставлю. Не знаю пока точно. Вот такие вот дела. Сказали посматривать в гусятнице масло, чтобы не капало в нижней части. Вот в этой части. Надо будет посмотреть, если он там или нет, чтобы там все было окей. А так в целом пересел я с Харлея. Так в целом пересел я с Royal King на Harley Davidson. Ну и в целом я доволен. Конечно, это круто, я давно мечтал. У меня нет денег купить новый Harley Davidson, это очень дорого. Вот, и они не очень говорят, как ценятся эти новые моторы. А вот старые добрые моторы Harley Davidson 88-й, этот винкам. Ну, конечно, на Эву, наверное, еще лучше. Ну, я не выбирал, брал, что было. Вот. Еще раз всем спасибо за просмотр. С вами был юрист на Harley Davidson Road King. Всем хорошего настроения. Катайтесь на мотоциклах. Живите счастливо, любите близких. Всем пока.